Triggers not to hold on, yo, it's to let go. That it is to move on, every day improve on. Reach your goals and keep on. Привет, 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 песеры, с вами Морж, я нахожусь в приложении eFootball Hub, и мне показалось, что такое видео будет полезным для большого количества игроков. Я знаю, что вы меня сейчас опять будете спрашивать, ребят, где обзор на Месси? Чуваки, в работе. Вот серьезно, в работе, ко мне приехала подруга, поэтому мне сейчас приходится задрачивать кое-что другое. Я наиграл за него пока что матчей 15, это не так уж много, пока могу дать вердикт такой, карточка крайне годная, основываясь на том, что я почувствовал, основываясь на том, о чем пишут в моем чатике ребята, которые купили, которые наиграли гораздо больше, прям хвалят, поэтому до полноценного обзора пока могу сказать просто пару слов. Крайне годно. На данный момент по отзывам людей. А я с вами хочу поговорить про легенд. У нас многие играют с 20 части, 21 части, чуть меньше людей с 19, там, ну и так далее, и так далее. Плюс огромное количество аккаунтов продается уже с легендами. Причем за очень небольшие деньги. Легенд у нас в игре много, именно легендарные карточки, я хочу поговорить именно о них. И при том, что в нашей игре проблемы с контрактами, я хочу обсудить, а какие легенды действительно стоят продления контрактов и какие легенды действительно стоит использовать в игре, в онлайн-матчах, в турнирах, в дивизионах, ну или где вы играете, какой ваш там любимый режим. Перед этим напомню, что полезные ссылки в описании, закрепленном комментарии, мой чатик, где можно попиздеть, моя личка в Телеграме, где можно задонатить на мобилочку с российских карт, и, конечно же, мой новостной канал в Телеграме, где я пощу всякие новости, всякие интересные штуки, вообще, чем я занимаюсь, и иногда, кстати, очень даже забавно бесоеблю. Вот, перейдем к легендам. Сразу хочу сказать, что вот сейчас у нас выходят эпики, они получают этот дополнительный навык, да, меня поправили, что именно дополнительным навыком можно поднять стат выше соточки. То есть, типа, у обычного игрока будет 99, благодаря этому навыку, типа, может быть 100 или 101. Не общего рейтинга, а именно стат, то есть, типа, умение защищаться 101 у Несты. Окей. Но я хочу просто вам сказать всем, вы сами можете это сделать, как бы, возьмите калькулятор и разделите 101 на 99 у просто легендарного Неста, да? Вы получите разницу в 2%. Ребят, 2% это ничто. 2% это погрешность. Ну, то есть, насколько 101 лучше, чем 99? Да, ни насколько. Практически ни насколько. Если была разница в 10 статов, я бы понял. Это серьезно. Но 2% это действительно ни о чем. Итак, давайте перейдем к десяточке легенд, которые я бы вам советовал продлять. И начнем мы с Андреа Пирло. Почему бы и нет? Так, вот он наш Пирло, вот он наш Андреа. Значит, вот эти две карточки последних мы не берем. У вас может быть Пирло вот такой вот. Чаще всего он у людей и присутствует. У вас может быть Пирло вот такой. Если вы в начале 22 части открывали легендарные паки, эта карточка была у нас один раз в игре, ее можно было получить. Он чуть-чуть получше, чем предыдущий, который от Ювентуса. И у вас может быть Пирло вот такой вот, если у вас была просто легенда, и она перенеслась из 21 части в 22, конечно же. Но чаще всего у ребят я встречаю вот такого, который был икоником, стал легендой. Почему эти карточки сейчас обрели снова вес? Потому что у нас сняли сыгранность. Сыгранность у легенд была полностью херовая. У них было очень мало статов. Часть статов уходила в сыгранность. И реального рейтинга они не получали. Поэтому сейчас, когда сыгранность убрали, сыгранность по 99 у всего, смотрим, что нам этот Пирло продемонстрирует. Максимальная прокачка и максимальный командный стиль. Вроде 96-я карточка, да? Но смотрим налево. Это 102-й его мать центральный полузащитник. Причем стиль работает на центральном полузащитнике. Великолепнейший пас. Потрясающие штрафные подкрутка, более-менее скорость для центрального полузащитника, умеющий в защиту, отличная выносливость, сила удара, с дриблой тоже все в порядке, чего тебе еще надо. Причем, что называется, лайфхак. Ты можешь спокойно продлить ему контракт на 10 дней, прокачать его и потом использовать в товарищеских матчах, ну и в турнирах, собственно, потому что в товарищеских матчах и в турнирах не требуются контракты. Ну, в турниры, которые у нас проводятся, это тоже товарищеские матчи, поэтому контракты не требуются. Так что Пирло, я считаю, отличное вложение, у меня у самого он прокачан. По сути, это 102-й центральный полузащитник, и я считаю, что он достоин того, чтобы вы продлили ему контракт. Идем к следующему. Как вы думаете, кто это будет? Подсказываю, это немец. Я думаю, вы уже догадались. Конечно, это
Карл-Хайнц Руммениге, один из моих любимых, в принципе, игроков в PES. Значит, может быть у вас вот такая карточка, может быть, опять же, если вы открывали в 22-й части, вот такая, и вот такая, если у вас был обычный легендарный Руммениге. Но я беру иконик-версию. Чем же он хорош? Ну, ребят, это ж наш любимый центральный нападающий. Да, опять же, смотрим влево, он будет соточка, по сути, как Цен. Умение атаковать отлично, с дриблой все в порядке, реализация есть, головой кое-как играет, скорость ускорения потрясающая, стиль охотник за голами, слабая нога 3-2. Мне кажется, что он такой говорит: ребят, ну продлите меня и хотя бы в товарках юзайте. Я вас не подведу. Причем он становится на любую позицию в атаке, и даже на атакующего полузащитника становится. У него и с навыками тут все в порядке. Так, что ты не двигаешься? Двигайся, зараза. С навыками у него тоже все в порядке. Плюс, конечно же, этим карточкам можно добить еще и дополнительные навыки, и они будут еще лучше. Дальше идем. Ну, как вы понимаете, тут будет достаточно много моих любимых игроков. Конечно же, Патрик Виейра. Скорее всего, у вас будет вот такая его иконик-карточка. Что у нас здесь? Здесь у нас все по позиции. Как центральный полузащитник он, в принципе, нормально становится, но мы имеем 99-го ОПЗшника. Здесь единственный минус — стиль от штрафной до штрафной. Все-таки ОПЗшнику хотелось бы якорь. Но отличные показатели в защиту, хорошие показатели паса, отличные показатели скорости для опорника и его габаритов. Тут 192 сантиметра все-таки. Корпус, игра головой, выносливость, даже в атаку кое-что умеет. Почему бы нет? Почему бы не продлить такого прекрасного опорника и не использовать его в товарищеских матчах? По навыкам у него тоже все очень даже вкусненько и полезненько. Так, дальше идем. У меня тут списочек лежит, да? Кого мне следующим прописывать. Я думаю, это будет странный выбор, но я бы вам рекомендовал продлить Ромарио. Именно вот эту карточку, которая бывшая иконик, максимальный уровень, командный стиль. 99-й центральный нападающий, и тут не за все говорят статы. И вот честное слово, я много достаточно наиграл за эту карту, и она классная. Она классная, потому что даже некоторые статы я сливал в стиль. Умение атаковать, реализация, ускорение, баланс, скорость, дрибла, даже корпус 71 у него есть, хотя у него рост меньше, чем 1,70 м. Крайне шустрый, отлично открывается, при том, что стиль лис у ворот. Здесь именно сама моделька больше решает. Ромарио дичайше мне понравился, и, в принципе, ребята, которые его использовали, а его использовали достаточно много, я, по-моему, просто про ПК-версию скажу, а по сути работает у нас-то все одинаково. Ромарио можно было получить на старте 22-й части, типа в паках с гарантированными легендами у тех людей, которые играли там в 21-ю, ну и так далее. И он достаточно многим людям выпал. За него наиграны 1000 матчей, люди хвалят, в основном оценки крайне положительные, поэтому Ромарио я бы тоже вам рекомендовал. Далее. Ой, опять же, странный выбор от меня. Так, чё оно не пишется? Ну, что, ты сломалась? Чё-то я не понимаю. Чё ты не пишешь? Ой, зараза, eFootball Hub что-то сегодня у меня работать прям отказывается. И почему-то очень сильно тормозит. Так, пиши, сука. Ладно, если так. Расширенный поиск. Почему у меня не работает клавиатура? Кто знает, кто подскажет. Ладно, давайте так. Да господи, я вообще это не нажимал. Чё-то eFootball Hub реально бесоебят, ребят. Сейчас давайте я остановлю запись, перезагружу, и мы продолжим наш с вами разговор. Итак, перезагрузил я eFootball Hub. Вот, все у меня появилось. Следующий игрок. Роналдиньо, да. Роналдиньо, не любил я его в 21-й части из-за одной банальной вещи. У него был стиль классическая десятка, которую я не перевариваю. Вот она карточка. Я думаю, у вас тоже такая может быть, она очень у многих есть. По сути, это сотый АПЗшник с нормальным стилем, креативный плеймейкер, не суперским атакующим полузащитником, но, тем не менее, креативный плеймейкер. Потрясающая дрибла, все в порядке с пасом, реализация есть, умение атаковать есть, ускорение, скорость есть. Что еще вам надо на либо оттянутом форварде, либо левом нападающем, либо атакующем полузащитнике. При этом классный баланс. Роналдиньо тоже вполне достоин продления, немножечко по навыкам он перегружен именно финтами, но можно дополнительными навыками найти ему хороший и сделать сборочку, так сказать, чисто под вас. Дальше идем, снова представитель Барселоны. Так, и, конечно же, это Андрес Иньеста.
Суперская карта, вот такой вариант, вроде смотришь, типа, а что в нем хорошего, а тут опять у нас играет немножечко не позиция. Ребят, это потрясающий атакующий полузащитник, да, как ЦПЗшник он будет 99, а по сути он будет 101 как именно атакующий полузащитник. Практически идеальная дрибла, практически идеальный пас, реализация умения атаковать похуже, чем у Роналдиньо, но это все выравнивается стилем атакующий полузащитник, нормально со скоростью и ускорением, сила удара кое-какая есть, отличнейший баланс, короче, Иньеста действительно, как по мне, сейчас один из лучших атакующих полузащитников нашей игры. Стиль здесь решает очень многое. То есть, да, у Роналдиньо умение атаковать и реализация получше, но здесь стиль атакующий полузащитник, там стиль креативный, и поверьте, Иньеста на поле чувствуется гораздо более уверенно и гораздо приятней. По навыкам, в принципе, все более-менее у него есть. Конечно же, удар без подработки обязательно ему надо поймать. Короче, продление он явно заслуживает. Дальше идем. Вратаречек. Я выбрал здесь Касильяса. Касильяса, вот такую карточку. Соточка он у нас будет. Сам за него наиграл уже в 24-й части матчей 30-40, наверное, тестировал, пробовал, и меня он абсолютно устроил. Вы знаете, я не любитель атакующих вратарей, но Касильяс, ну прям да, вот мне прям понравился, поэтому я бы мог вам его рекомендовать. Дальше идем. Снова один из моих любимчиков, я думаю, вы уже угадали, кто это. Йохан Круйф. Вот такая карточка, скорее всего, может у вас оказаться. Командный стиль. 101 офф. Идеальная слабая нога, стабильная физическая форма, отличнейшая дрибла, пас низом, пас навесом, стиль атакующий полузащитник, скорость ускорения, баланс, подкрутки. Чё еще надо? 101 оффник. Просто так, просто из тех легенд, которые у вас могли оставаться. Опять же, удар без подработки ему обязательно надо поймать. Остальное по вашему желанию. Как по мне, великолепная просто альтернатива тем 101 карточкам, которые на данный момент вводятся в нашу игру и на которые нужно сливать огромное количество денег. Такс. А тут, кстати, вот мне просто интересно по Кройфу. А посмотрите, насколько у этого хуже слабая нога. То есть точность, да, но этот вообще ее использовать не будет. Если у того 3-3, здесь 3-1. Ну, типа, это прям плохо. Этот 101, 102 даже будет. Если у вас эпик будет 102, но я бы, честно, эту единичку рейтинга лучше бы вкинул в то, чтобы он бил с обоих ног и бил прекрасно. Следующая карта, это уже немножечко донатерская фигня. Это Неймар. Неймар от ПСЖ. Так, вот эта вот карточка, правильно же? Или нет, вот эта вот карточка. Вот эта вот карточка, да, Неймар от ПСЖ. Вы могли его получить в 22-й части, если купили пак за 1500, как вот у нас сейчас за 1500 смеси. И, собственно, все топ со слабой ногой, все топ с дриблой, все топ с пасом. Короче, практически как Кровь. Но этот будет, правда, соточку, но он будет 101 как левый нападающий. Стиль креативный плеймейкер, да, там для левого нападающего я бы лучше использовал Вингера, но опять же, это офф, это АПЗ, это в принципе ЛН, баланс. Все дела, все это дело у него есть. Опять же, немножечко перегружен финтами, но не так уж сильно, чтобы это было проблемой. Ну и последний товарищ, когда-то он у меня возглавлял топ-10 худших черных мячей в нашей игре. Ой, сколько на меня тогда говна накидали, ой-ой-ой. Так, про какую карточку будем говорить? Про вот эту карточку, потому что те, кто играл в 20-ю часть, 21-ю точнее говоря, она есть у всех, ну практически у всех. Прокачиваем, получаем 101-го правого нападающего, либо 102-го оффника. То есть это, по сути, ну, практически такое же месте, как у нас сейчас вот в игре можно купить за 1500. Суперское умение атаковать, реализация топ, дрибла, пас, подкрутка, скорость, ускорение. То есть этот Месси еще нормально бегает. Вот, выносливость даже кое-какая есть, баланс и все дела. Если не хотите, тут да, единственная частота использования слабой ноги полное говно. И по навыкам тоже немножечко, конечно, придется подработать, чтобы его улучшить. В принципе, он... Ну, наверное, я бы, наверное, реально поставил его на уровень с тем, который сейчас у нас за 1500 золота в игре, которого можно купить. Продление точно стоит. Конечно, кого вы будете продлять, решать вам. Легенд у нас достаточно много, вы сами это знаете. И, возможно, у вас есть другие любимчики, которых вы продлили, наслаждаетесь и кайфуете. Но того же Зика я бы не продлял. Хотя тут, да, нормальный рейтинг, все дела, но классическая десятка. Вот. Есть мой любимчик Гулет, но он, опять же, тоже классическая десятка. И что-то в 24-й части он мне не понравился. Можно затопать Бакенбауэра, который
будет 99-м ЦЗшником или 98-м опорником. Но, опять же, ему будет там немножечко не хватать агрессии, если у вас есть Вейра, то зачем он? Есть вот сам Неста, да, сколько у него, 99 будет? Да, 99 у него умение защищаться, а у нового 101, ну вот разница 2%. И чё с этим делать? Поэтому я вот назвал вот такой вот топ. В комментариях можешь написать, используешь ли ты вообще легенд, продляешь ты вообще легенд, контрактов мало, и использовать их надо с умом. Поэтому я считаю, что вот таким видео нужно было поделиться. Может, я не прав, но это мой канал, и творю, что хочу, так сказать. Я князь, что хочу, то и ворочу. Вот, ладно, ребят, с удовольствием почитаю ваши комментарии. Обзор на Месси будет, я доделаю. Я обязательно его доделаю, я его пообещал. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.